Мыслеформы рабства, зависимости. 12 мыслеформы нануков. Для того, чтобы помочь нашим читателям, имеющим болезни или генетическую предрасположенность к определенному заболеванию по родовой линии, мы хотели бы посвятить вас в некоторую причину появления болезней на Земле. Эта информация базируется на просмотре Орденом Райза генетической кармы, связанной с болезнями. Мы хотели бы также сообщить, что в настоящее время Вознесение делает возможным перерождение болезни у любого, кто стремится к этому и следует путем Вознесения. Согласно генетическим записям человеческого вида, 35 тысяч лет назад, 140 тысяч человеческих лет, болезни на Земле не существовало. Человечество подверглось широкомасштабному крупному вмешательству со стороны Плеяд, что изменило генетику и вызвало болезни. Мы хотели бы также отметить, что Плеяды желали владеть Землей и ее человеческой цивилизацией. По своей сути, это предполагает, что тот, кто ощущает себя в подчиненном положении, борется за превосходство. Принцип «разделяй и властвуй» был привнесен на Землю из Плеяд и стал фундаментальным принципом всех античных империй, созданных на основе принципов Ананук. Есть ли лучший способ иметь превосходство, нежели изменить генетику человеческой цивилизации на Земле, таким образом, чтобы произошло падение сознания? Дело предстает таким образом, что в настоящее время Плеяды несут тяжкий груз кармической ответственности за нынешнее состояние человеческой цивилизации Земли. И поэтому их «кармическая просветительская» в кавычках деятельность на плане Земли так широкомасштабна в настоящее время. Хотели бы подчеркнуть, что все записи о таком вмешательстве были изъяты из архивов Земли и Плеяд. Однако, генетические записи голографичны, и когда они просматриваются в процессе Вознесения, все недостающие записи восстанавливаются. В результате расширенного просмотра генетических записей совершающих Вознесение в человеческой форме, Орден Райза смог по частям восстановить утраченную картину истории Земли. Генетические опыты, проводимые Плеядами, поместили эту генетическую кодировку над кодировкой, существовавшей в человеческой форме 35 тысяч лет, 140 тысяч человеческих лет назад. Поскольку новая кодировка находилась над уже существующей генетике, инкарнированные в человеческой форме не могли обнаружить этих изменений. Кроме того, хотели бы указать, что все болезни являются формой внутреннего разрушения, основанных на принципах разделения, атомного расщепления. При Вознесении преодолевается мыслеформа, основанная на полярности, ведущая либо к внутренним разрушительным стереотипам, порождающим болезнь, либо к внешним разрушительным стереотипам, вызывающим болезни у других. Это происходит при достижении состояния непричинения вреда в процессе Вознесения. Потому что болезнь порождается мыслеформой разрушения. Чтобы произошло полное перерождение формы из болезни, в процессе своего Вознесения, посвящаемому может понадобиться достичь состояния бодхисаттвы, выйти из состояния дуальности, поляризованности, и воплотить состояние непричинения вреда. Любой болеющий индивид должен постепенно трансмутировать свою собственную внутреннюю разрушительную мыслеформу. Вслед за этим происходит генетическая перекодировка. Она позволяет также трансмутировать генетическую предрасположенность к болезням. Ранее нами был описан механизм болезней. Толчком к любой болезни является эмоциональное потрясение или энергетическая травма тонких тел в определенной области формы. При разрушении части чакр, эфирного и тонких тел, ослабление постепенно передается в физической форме.
Каждому посвященному необходимо исследовать свои эмоциональные травмы, раны и ментальные стереотипы, находящиеся за механизмом болезней. Освобождаясь от этих стереотипов, осуществляется освобождение от мыслеформы, основанной на полярности и старой парадигме разделения, удерживающей в тюрьме и рабстве все человечество. Гестия – богиня семейного очага и жертвенного огня. Стереотипы – домовитость, рачительность, усердие, хозяйственность, старательность, хлопотливость, забота, опека, попечительство, покровительство, навязывание, присмотр, уход, обхаживание, учительство, ученичество, прилежность, судьба, бремя, обуза, надзор, контроль, манипулирование, зависимость, взаимозависимость, привязанность, зацепки, крючки, принадлежность, привычки, пристрастие, крепостничество, рабство. Гестия была невзрачной сестрой Инанны, которую в большей степени устраивала незамужняя жизнь, лишенная сексуальных отношений. Гестия никогда не была замужем. Гестия занималась обустройством и украшением жилища Нанук. И как только собиралось достаточное состояние, она улетала на Плеяды, и вскоре возвращалась с самым экстравагантным орнаментом и различными безделушками и домашними принадлежностями, доставляющими удовольствие всему семейству. Гестия была очарована и увлечена различными изделиями, которые производили человеческие рабы. Эти изделия вывозились с Земли для продажи на Плеядах и пользовались большим спросом не только в Плеядах, но и в других звездных системах, например в Орионе. Были разного рода предметы искусства, драгоценности, украшения, одежда и другие товары, изготовленные в цивилизации рабов. Гестия забирала товары на Плеяды и успешно продавала их местным коммерсантам. Такая деятельность помогала поддерживать уровень денежных средств, уходивших на различные запросы Ану. Рабочая сила рабов была частью предприятия с рабской системой труда, мало чем отличающейся от сегодняшних людских условий в разных частях мира. Промышленные предприятия с патагонной рабской системой труда не располагались в элитных регионах. Современная Европа, в особенности у горы Олимп, а чаще всего находились неподалеку от концентрационных лагерей, под управлением Гермеса. Процветал рынок рабов. Человеческие рабы, так же как их изделия, ценились везде. В те времена человеческие рабы часто вывозились в другие звездные системы в качестве хорошо востребованного живого товара. Гермес и Гестия, будучи оба невзрачными, понимали друг друга и отчасти были хорошими друзьями, пока Гермес не сделал Гестии предложение. После этого она порвала с ним все отношения, поскольку боялась секса и близости. Представители первичного характера Гестии могут быть очень талантливы в создании бизнеса. Люди, ведущие бизнес, хороший пример архетипа Гестии в настоящее время. Эксплуататорские предприятия на Востоке – также примеры этого архетипа в действии. Несущие в себе этот характер могут также иметь склонность быть старыми девами или холостяками, которые никогда не выходят замуж или не женятся. Сердечная коммуникация «я обеспечиваю и забочусь» создает ситуации реалий присутствия заботы о ком-то. Но бывает и наоборот, человек меняет полярность данной коммуникации на «я хочу быть на попечении», «я хочу, чтобы обо мне заботились», в процессе вещания которой человек может нуждаться в другом человеке, чтобы обеспечивать себя за счет другого. Каждая из упомянутых мыслеформ имеет самовоспроизводящуюся природу. В основе иллюзии заботы
лежит желание доминировать, для обретения власти и силы, или подчиняться, для обретения материальных благ. Доминирование – это основная мыслеформа, вызывающая порабощение, и, следовательно, приводящая к отношениям хозяин-раб. С таким сердечным вещанием можно быть хозяином на работе и рабом дома, или наоборот. Рабство, тюрьма, имеет множество форм. Это может быть брак, болезнь, работа, отношения в семье, родители, дети, друзья, привычка, пристрастие, а также реальное отбывание срока в тюрьме за нарушение закона. Рабством может быть не только крепостное право, но долговая кабала, кредит, закрытое содержание домашней прислуги, детей-сирот, торговлю людьми в целях эксплуатации, насилия или расчленения на органы, а также насильственный брак. В соответствии с таким подходом, в современном мире на рабском положении находится, по разным оценкам, от 20 до 36 миллионов человек. В условиях 21 века это социальное явление характеризуется тотальным и повсеместным ограничением прав человека, его свободы, личной неприкосновенности, принуждением к выполнению работы, неограниченной по времени, или неопределенной по характеру, принуждению к сексуальной несвободе, а также эксплуатации в качестве объекта права собственности путем продажи или сдачи в наем. Часто и повсеместно, с молчаливого согласия многих, на работе происходит принуждение к нарушению ваших собственных прав и свобод. Наличие на рабочем месте видеокамер, надсмотрщиков и охраны также является признаком современного рабства, с примесью страха современных рабов и рабовладельцев. С точки зрения профессионального философа Римской империи Ворона, раб представляет собой лишь говорящее орудие, одушевленную собственность, вьючный скот. Большинство современных людей не считает рабством или тюрьмой то, где и в чем они живут, поскольку набили камеру достаточным количеством приятных для себя вещичек, электронных игрушек и иллюзий, чтобы сделать ее привлекательной. Однако с падением завес, в процессе перехода, тюрьма больше не будет казаться такой приятной, и людям придется прилагать усилия к освобождению от того, чем они ограничили свою свободу. Основополагающее явление, пребывание в оковах определенной ситуации, обычно вызывает болезнь. Потому что если кто-то отрицает боль, страдания и мучения, в котором пребывает сам, как и все человечество, и не может это выразить, страдания и боль переходят на уровень клеток, ведя к распаду и в конечном итоге к болезни. Дорогие, было прожито множество жизней, являющихся проявлением всех разрушительных мыслеформ. У любого посвящаемого было сотни жизней предков, в которых кто-то из них был либо хозяином, либо рабом. Потому что на каждую жизнь в качестве хозяина, для равновесия, должна приходиться жизнь в качестве раба. Выйти из схемы хозяин-раб не было способа, так как не было мыслеформы, позволяющей подобное преодоление. Поэтому предки просто повторяли один и тот же опыт: опыт хозяина, затем опыт раба, хозяина, а затем раба, и так далее, до бесконечности, или пока не начнется преодоление и вознесение. Вознесение разорвет круг каждой из этих мыслеформ для всех инкарнированных на протяжении времени предков. При этом, возносящиеся люди смогут избавиться от современной парадигмы рабства и войти в новую парадигму свободы и единства. Постигающие единое сознание в ходе вознесения – это первопроходцы, картографы новой мыслеформы, которая должна заменить собой мыслеформы, имеющие самовоспроизводящуюся природу. Исключительность, исключительные права или привилегии,
как и в случае с обособленностью, в данном случае исключены. Анануки считались привилегированными, а рабы – нет. Фактически, анануки удерживали все богатства и ресурсы для самих себя, и не считали, что рабы заслуживают того же. Анануки создали классовую систему, основанную на мысли-форме разделения, и практически классовая система вашей современной цивилизации, и по сей день строится на этой мысли-форме. Разделение, привилегия или исключительность основаны на соперничестве, когда кто-то считает себя лучше других. В парадигме единства соперничество отсутствует, и человек полагает, что все окружающие, будучи богом и богиней в человеческой форме, равны. Только исходя из мыслеформы исключительности, некоторые люди, состоящие в родстве с аннануками, могут накапливать столько, что другие голодают на улицах или не имеют крыши над головой. Такие люди держатся за свое богатство ради поддержания чувства своей исключительности. Мыслеформы разделения пропитала жизнь людей, однако обладатели наследственности красной расы вспомнят единство, некогда известное их древним предкам. Единство было столь радостным состоянием бытия, что помнящим о нем, несложно принять отмирание идеи разделения, исключительности или классовой системы. Причина заключается в том, что в условиях разделения, доминирования, соперничества или классовой системы подлинная любовь и радость отсутствует. Почему, возлюбленные, нет радости, когда другие хуже или лучше вас? Радость не может существовать одновременно с разделением, отделением, одиночеством и соперничеством. Соперничеству, преобладанию и унижению присуще отсутствие радости, поскольку радость, смех и юмор могут возникать только в состоянии приятия себя и других, а для этого требуется равенство и гармония. Истина заключается в том, что в один момент люди радуются и ощущают равенство, а в следующий момент начинают соперничать и осуждать себя и других. Почему так происходит? Из-за личности, эго и негативного эго. Когда в ходе вознесения личностные аспекты интегрируются и преодолеваются, личность постепенно меняется, входя в непрерывное изменение состояния момента бытия. Изменчивость момента дает возможность человеку и всем остальным быть здесь и сейчас, и при этом рождается необусловленное приятие. В состоянии необусловленного приятия основой жизненного проявления человека становится радость. Мысли формы разделения, неравенства, эксклюзивности отражают представление человека о том, что кто-то является особенным, важным, более значимым, барином, рабовладельцем, господином, царем-государем, а кто-то его подчиненным рабочим, работником, слугой, батраком или рабом. Слуга или раб является собственностью, которую в случае плохого поведения можно наказать, ограничить, лишить свободы или убить по воле господина-собственника. Эта мыслеформа делает возможным существование власти и господства, распространенного в жизни современных людей. Подобная власть не ограничивается отношениями между людьми, но включает и стремление последних контролировать землю. Возлюбленные, никакая часть консенсуса не является более значимой, чем консенсус в целом, и поэтому ни одна часть не должна вести контроль над другими частями, и тем более целым. Когда произойдет массовое преодоление возносящимися людьми и мыслеформы разделения, перестанет существовать известная вам сейчас классовая система. Это осуществится в ходе движения простых людей, требующих равенства для всех, пищи для всех,
одежды и крова для всех. Мы предвидим, это произойдет у наших братьев и сестер на земле. Мысли формы разделения, не единства, создает привязки, некие энергетические жгуты, стыкующиеся энергетическими узлами, имеющими печать сигнатуры собственности и кармы. Любое разделение в условиях полярности связано с соперничеством, неравенством, подчинением, доминированием, преобладанием, господством и рабством. Мысли формы рабства влияет на людей по многим направлениям. Изучающим данный материал, мы предлагаем посмотреть, порабощены ли они кем-либо, или чем-либо, в данной жизни. Существует порабощение работой, семьей, недвижимостью, машинами, искусственным интеллектом. Есть порабощение друзьями, дружба с которыми основана не на любви, а на склонностях к власти, или подчинению, или удовольствиям. Порабощение семьей, отношения в которые основаны не на любви, а на зависимости, долге и обязательствах. Есть порабощение местом жительства. Порабощение привычками. Здесь вы найдете очень широкий спектр действий различных маний, приверженностей и пристрастий. Любое порабощение связано с разделением, а значит с привязками между эфирным телом и человеком, местом или предметом, к которому некто привязан, порабощен. Вашими блогерами много написано о том, что Земля – планета-тюрьма. Мы скажем вам так. Тюрьма – это ваши привязки. Тюрьма – это решетка, кокон, в котором вы находитесь, состоящий из множества нитей привязок, привязанностей, привычек, зависимостей, сформированных соглашениями, договоренностями, сознательными и бессознательными, вербальными и невербальными, и неважно где, на Земле, или любой другой планете, или любом другом пространстве. И все это – результат сдерживания изменения, идущего от наследия ваших предков, потому что 140 тысяч человеческих лет, они, возлюбленные, были рабами тех же самых других. По мере повышения вибрации и вознесения, в моменте осознания, в моменте преодоления вибрационного порога, привязки постепенно высвобождаются, жгуты аннигилируются, позволяя человеку стать свободным. Осознавший свое рабство, имеет все шансы освободиться, ему предоставлена такая возможность, как только он накопит достаточный для этого энергетический потенциал. Человек может расторгнуть брак, уйти из семьи, оставить друзей, которых не любит, оставить ненавистную работу, переехать в место, дающее сердцу радость. Вероятно, поэтому ощущение свободы, возникающее при освобождении возносящихся, атус, рабами которых они были так долго, столь велико, радостно и прекрасно. Когда возникнет свобода, дайте место радости, и знайте, что вы освобождаетесь за всех предков, кем-либо порабощенных в иные времена. И если вы думаете, что рабство – это часть забытой истории, знайте, что у множества современных людей рабство является реальностью. У вас существует некий глобальный индекс рабства, оценивающий численность людей, живущих в современном рабстве в 167 странах мира. По его оценкам, около 50 миллионов людей по всему миру находятся в прямом современном рабстве. А мы добавим, что еще 45% к этому находятся в бессознательном рабстве своих привычек, внутренних привязанностей, ментальных, эмоциональных приверженностей и искаженных концепций ума. Как бы то ни было, поймите, что все, имеющие отношение к расе рабов, порабощены. Является ли их жизнь прямым
или косвенным отражением такого явления. Насколько вы действительно свободны? Современное человеческое бытие далеко от свободы, и даже богачи также порабощены своим образом жизни, как те, кто работает для поддержания их благосостояния. В схеме рабства порабощены все узники, а те, кто возносится, освободятся, когда подойдет время. Уже само по себе это освобождение, если будет достаточно масштабным и с участием достаточного количества людей, станет причиной развала рабской цивилизации. Что будет, если хотя бы каждый из вас, кто в настоящее время участвует в схеме наемного труда, хотя бы найдет в себе силы отказаться от оскорбительного рабского отношения к себе на работе? Разве это нереально? Если начнет возноситься достаточно много людей, произойдет энергетический взрыв, способный разрушить ваши многовековые оковы, и это будет отражением массового освобождения людей от своего рабского состояния. Это явится объективной причиной вознесения человечества, большого количества людей по всей планете. Потому что эти мыслеформы применимы не только к индивидуальным отношениям, но и к групповым, и к цивилизации в целом. По нашему мнению, отдача и получение в жизни людей так далеки от равновесия, что произойдет радикальный сдвиг. Такова природа коренного изменения, и от степени радикальности будет зависеть глубина очищения. Ваши финансовые учреждения работают под ложным прикрытием кажущегося богатства. Богатство сохраняется только когда массы продолжают выплачивать за кредит, или продолжают использовать кредит, или продолжают верить в высокую стоимость жизни и жилья, и платить за природные ресурсы. Вся финансовая пирамида рухнет, когда люди будут переходить на принципы независимого существования и бережного использования природных ресурсов. И люди по мере вознесения будут покидать города, отказываться от ложных долгов, так как вознесение несет свободу от всего, что делает вас в этой жизни рабами. Мысли формы разделения порождает привязанность и созависимость во взаимоотношениях, а также потребность о ком-то заботиться, учить, наставлять или тянуть его по своему пути. Привязанность и созависимость связаны с урезанием генетического материала человеческого вида в целях обеспечения падения человеческого сознания. Некогда человеческая генетика представляла собой прямой поток энергии, заключенный в трубочки. С изъятием определенного количества генетического материала, человеческая ДНК свернулась в спираль, частично выклиниваясь из трубочек. Такая ДНК больше соединялась с внешним, чем с внутренним, создавая привязки между теми, кто имел к ней отношение. Кроме того, поскольку отсутствовал генетический материал для формирования эфирной энергетической решетки эфирного тела, отсутствовали целые сегменты энергетической решетки, и она утратила прочность. При этом, на протяжении многих веков, изымался не только генетический материал, но и части самой решетки. Подобная непрочная энергетическая решетка стремится вовне, соединяясь с другой, родственной энергетической решеткой, находящейся вовне, и порождает привязку. Поэтому любая привязка и проявление созависимости связаны с разрушенной генетикой и энергетической решеткой, которая переплетает людей в паутину сетей, вместо того, чтобы давать каждому возможность быть полным хозяином движения своей энергии. Как выяснилось, первопричина разрушенной человеческой генетики и энергетической решетки возникла не на Земле. У сириусианцев, отобранных на Землю, было уже разрушено 8% генетического материала.
Это создало основу для привязанности и созависимости, разросшихся в планетарную мыслеформу, когда это явление не удалось исправить в ходе первых ложных вознесений красных людей на Земле. Мы видим, что стереотип созависимости был перенесен на Землю с Сириуса в момент создания красной расы. Этот момент отражен в создании перемещений на Землю духовной элиты, призванной направлять красную человеческую расу. Они урезали генетический материал как самой человеческой расы, так и ее элиты, Маха-Вишну. При этом, Сириусом ожидалось, что такие люди будут заботиться о менее сознательных красных народных массах, которые были созданы как рабочий класс. Здесь, вновь мы видим, залог искажения и программирования взаимообусловленной структуры, проявленный в самом начале отбора красных людей на Землю. Из всего этого, предполагается, что Сириус функционирует в такой же манере, иначе тот, кто совершал подобные действия, осознавал бы стоящее за этим искажением сознательное причинение вреда, и не желал бы реализовывать подобные взаимоотношения где-нибудь еще. Любое существо, берущее на себя заботу о какой-либо группе существ, пребывает в искажении. Этот тип искажения является стереотипом учительства, гуру. На Земле, в текущее время, гуру подсознательно соглашаются заботиться о своих приверженцах, а впоследствии ученики отдают гуру свою энергию для вознесения гуру. Гуру забирает таковое, но оно не является его или ее истиной, и поэтому никак не служит в достижении мастерства. Тогда как мастерство требует от человека следовать сугубо своей истине, и следовательно, учиться полагаться только на свое собственное внутреннее знание. Гуру, полагающийся на энергию последователей, утрачивает свою истину, и более не способен овладевать истинным мастерством восхождения. Последователи, отдающие знания гуру, также теряют свою истину, отходя от своего пути. Конечный результат для гуру и его учеников – западня, в которой мастерство восхождения полностью прерывается. В действительности прекращается мастерство восхождения, именно то, что и произошло на Земле. Все Маха-Вишну, а впоследствии и их потомки утратили способность к восхождению. Тем не менее, одна из первопричин заключена в первоначальном отборе красной расы. Структуре отобранной красной цивилизации была свойственна связь гуру-ученик, проявлявшаяся через отношения духовной элиты с рабочими как хозяин-раб. Видя последствия, порождаемые данным искажением, можно было оценить большую вероятность ее краха в мастерстве или вознесении. Записи показывают, что духовная элита экспериментировала и пыталась осуществить вознесение небольшой группы с генетикой красных рабочих. Из доступных на сегодня записей Земли видно, что они явились первым неполным вознесением внутри красной расы. Возносившиеся рабочие создавали неполное вознесение, ибо не вся генетика реализовывалась в них должным образом, не имея 40% генетического материала, необходимого для начала полного вознесения. Неполное вознесение меняет мыслеформу целого. Любая мыслеформа, оставшаяся в процессе вознесения нетрансмутированной, преодоленной, чрезмерно увеличивается в общей мыслеформе целого. Когда красные рабочие вознеслись, отсутствующая генетика породила в общей мыслеформе недостающие звенья, которые шли нетрансмутированными и оставлявшими преувеличенными соответствующие им мыслеформы для всех видов на Земле. Для лучшего понимания, объясним на примере. Скажем, первая группа красных рабочих вознеслась и оставила не до конца трансмутированными 3 мыслеформы. При этом мыслеформа гармонии, почитания мира никогда ими полностью не охватывалась в акте восхождения. При вознесении,
посвященный трансмутирует мыслеформу, которая является трехмерной по природе, и охватывает в своем пространстве пятимерную мыслеформу. Недостаток полного преодоления какой-либо мыслеформы третьего измерения также ведет к недостаточному овладению пятимерной мыслеформой. Результат – искажения как в третьем, так и в пятом измерениях, возникающие по завершению подобного неполного вознесения. Из вышеупомянутого примера, внезапно на Земле гармония, почитание и мир становится средоточием всех видов, но доходящим до проявления крайности противостоящей мыслеформы, постоянных противопоставлений мира и войн, добра и зла, правильного и неправильного и так далее и тому подобное. Это вызывает дисбаланс, который приводит к отсутствию единства и дальнейшему искажению среди всех людей и всех видов на Земле. Однако, в пятом измерении, вместо проявления полярности, мысли формы гармонии, почитание мира просто померкнуто или заглушено. В пятом измерении, вследствие такого неполного вознесения, существует недостаток мыслеформы гармонии, почитания и мира, который выражен в отсутствии акцентирования на ней. В итоге, искажение охватывает и пятое измерение, поскольку на поддержание гармонии, почитания и мира уделяется недостаточно внимания. Равновесие мыслеформ – это фундамент отношений, основанных на единстве. Отношения, основанные на единстве, это необходимость, чтобы возноситься, ибо они находятся в гармонии единства, позволяющем все более и более увеличивать количество энергии, чтобы наращивать движение к следующему измерению на физическом плане. Когда единство утрачивается, то далее также быстро исчезает мастерство владения вознесением, поскольку разногласие мешает росту до какой-либо ступени из-за наличия диссонанса. Реальность, все больше приходившая в диссонанс, созданная из-за неполных вознесений красных рабочих, привлекла к Земле находившихся в подобном противоречии аннануков. А это привело к следующей стадии опустошения Земли. В этом можно усмотреть, что засеянная красная раса создавала свой собственный упадок. Однако упадок был результатом мыслеформы, свойственной первоначальному отбору, в котором, как ожидалось, люди с меньшими способностями и неполноценным генетическим материалом вознесутся под руководством людей с наибольшими способностями и более целостной генетикой. Здесь проглядывается наличие первого и самого важного урока, имевшего место в среде научного экспериментирования и клонирования. Невозможно создать существо меньших возможностей, не утратив при этом свое собственное мастерство и вознесение. И, вероятно, это главный урок для Сириуса и всей засеянной красной расы, но прежде всего, для их полноценных прародителей из Сириуса. Любой стереотип, являющийся для формы внутренним, при вознесении, разворачивается вовне, в мировых масштабах, и превращается в планетарную мыслеформу, если не проходит трансмутацию в акте вознесения. Когда мыслеформа привязанности и созависимости стала планетарной, к Земле мог быть притянут гуманоидный вид, функционировавший в соответствии с такой парадигмой. Это были аннануки. Отсюда понятно, каким образом Сириус и созданная им красная раса, допустившая небрежность в вознесении, создали условия для последующего падения сознания человечества. Интеграция вознесения вызывает восстановление ДНК. Все отсутствующие участки знаний востребуются и восстанавливаются, в связи с чем ДНК перестает сворачиваться в спираль и становится одной большой трубкой, расположенной по прямой линии информации, имеющей завершенный полный характер. Когда ДНК для любой части формы представлена в полноте,
восстанавливается нарушенная энергетическая решетка и генетический код, что ведет к непривязанности. С восстановленной энергетической решеткой соответствующая биология может получать через нее достаточно энергии, чтобы возродиться и стать кристаллической. Когда тело превращается в кристаллическое, человек уходит от созависимости, поскольку привязанность к другим высвобождается при возрождении энергетической решетки, что вызывает восстановление кругового движения в модели самоподдержания. Круговое движение происходит в мужских и женских звеньях, и когда внутри происходит соединение мужской и женской схем движения энергии, человек становится целостным и вновь управляет потоком энергии. Став внутренне целостным, человек утрачивает потребность в другом для ощущения своей достаточности и навсегда отказывается от качества созависимости. Противоположным полюсом привязанности в жизни человека является одиночество. В настоящее время очень много людей находится в состоянии одиночества, берущего начало в глубоких ранах бессознательного. Одиночество становится неизбежным травмирующим обстоятельством, когда человеку не удается выйти за рамки поляризованной мыслеформы разделения. Информация об истории образования такого способа существования находится в шрамовых тканях вашей клеточной структуры и шрамовых тканях души, берущих начало из эмоциональных травм прошлого. В основном, такие люди стремятся проживать в крупных мегаполисах, так как многолюдность, электрические шумы, и в особенности телевидение, помогает им заглушить душевную боль, разобщенность и одиночество, заглушить ноющие раны разрушенной души, создав иллюзию внешнего благополучия. Такие люди находятся в состоянии лишения связи с Матерью-Землей, и тем самым в их жизни отсутствует радость. Такие люди находятся в состоянии глубочайшей депрессии, и, как правило, по этой причине, набирают чрезмерный вес биологической массы. Существует ли какой-нибудь путь избавления от боли, страданий, одиночества и борьбы? Борьба – это опыт поляризованных состояний, а боль – это то, что душа, или тело, испытывает при разрушении, разделении. Для души, боль означает разрушение, разделение, которое мешает вознесению. Лишь преодоление этого состояния разделенности, лишь интеграция самого себя и постижение состояния целостности приносит радость душе. В основе вопросов привязанности существует еще одно важное обстоятельство, такое, как так называемые душевные привязки, связанные с кумарами. Душевная привязанность возникает между чьей-либо душой и душами, управляющими данным творением, на основе стереотипа собственности, обладания. Динамика этого творения такова, что души владеют друг другом. Это выражается в том, что души, управляющие данным творением, владеют всеми душами, в него попадающими. В такой ситуации никто не может вознестись из этого творения, пока не освободится от подобного обладания. Когда последний из Ананук покинул Землю, передав право собственности на нее сыны от Кумари, Кумары и кумароподобные сущности овладели душами, желающими воплощаться на Земле. Итак, души заключали сделки или согласие с кумарами и кумароподобными сущностями на правообладание. Таким образом, кумары стали наделять форму обладанием, потому что они обладали душами форм. Некоторые из вас могут обнаружить нити, идущие от кумар, которые часто простираются во вместилище души, расположенное позади сердца, через макушку, шею, сердце, солнечное сплетение, тазовую область или основание позвоночника. Иногда генетические стереотипы вашей формы будут содержать 2 или 3 точки входа для кумар.
Такие нити должны быть убраны, чтобы кумары и кумароподобные сущности не владели вашей развивающейся душой. Помимо самих нитей, существуют личностные аспекты сущностей, привязанных к точкам входа, стремящихся остановить поток энергии в форме. Эти сущности перекрывают поток энергии в чакровых областях, в точке входа, делая возможным вновь присоединить нити, которые уже были удалены ранее. Мы просим каждого из вас сконцентрироваться на удалении подобных нитей и всех соответствующих личностных аспектов, которые не позволяют их удалять, либо создают их. Как только вы преодолеете мысли форму разделения, собственничества и привязок, высвобождаются все соглашения на владение с кумарами, кумароподобными и личностными сущностями, в основе которых лежит сигнатура о собственности. Иногда, при освобождении от обладания, другие души или сущности, причастные к этому, не хотят отказаться от них, несмотря на ваши намерения. Если вы увидите, что дело обстоит таким образом, то во время сновидения направляйте душу в Аврору Земли, чтобы такие соглашения были рассмотрены кармическим советом. Мы предлагаем, чтобы каждый из вас начал концентрироваться на том, каким образом правящие органы вашего творения овладели вашей душой, когда она вошла в вашу форму. Когда вы начнете освобождаться от привязок и соглашений на владение вашей душой, на уровне души, вы обретете свободу двигаться вперед и вознестись. Кумары, с помощью вашей привязанности, могут проникать в ваше поле и действовать в вашем поле, используя его как оболочку. Освобождаясь от привязанности, вы обретаете свободу жить, не причиняя вреда. Например, кумары страха, фактически, представляют собой боязнь утраты. Привязанность к кому или чему-либо позволяет им заставлять вас все сильнее цепляться за других людей, имущество, свой статус и так далее, из опасения их потерять. Это дает возможность кумарам сильного желания и жадности устанавливать стереотипы созависимости, собственничества, соперничества, контроля и накопительства. Удаление привязок к другим людям и вещам дает возможность вибрациям законов любви и божественного союза, почитания и изобилия охватить вас, ваши отношения и ваш физический мир. Привязанность к убеждениям, традициям, идеалам совершенства и тому, как все должно быть устроено, позволяет кумаре суждения удерживать вас от изложения вашей истины при общении с другими людьми. Когда эти привязанности убраны, свою работу по раскрытию вашего поля и сознания может произвести закон прощения. Привязанность к результатам своих концепций и сопутствующих жизни обстоятельств позволяет контролировать вас кумаром боли и страдания. Если вы испытываете боль и страдаете от того, что обстоятельства отличаются от тех, какими, по-вашему, они должны быть, то выход из них или возможность проявления иных обстоятельств вызовут у вас сильные колебания. Будучи высвобожденными, эти привязанности позволяют вибрациям законов гармонии и покоя заполнить вашу жизнь и существование, независимо от условий или обстоятельств, которые стремится реализовать ваша душа. И когда душе позволено манифестировать обстоятельства, предназначенные исключительно для ее цели здесь, на Земле, результатом является познание, исцеление, высвобождение кармы, эволюции и свершения. Когда привязанности настолько связывают людей, что их жизнь наполняется страхом, суждениями, сильными желаниями, жадностью, страданиями и болью, тогда на сцену выходят кумары смерти и начинают свою работу, поскольку смерть является освобождением от привязок в третьем измерении. Разве удивительно, что самоубийство столь распространено, и во многих случаях смерть считается лучшей альтернативой жизни?
На похоронах так часто говорится, что усопший пребывает в лучшем месте и более не страдает. Так не должно быть. Возносясь, мы приносим небеса на землю. С освобождением от привязанности, вибрация закона и сострадания позволяет всем быть самим собой, не испытывая страха, боли или суждения. Смерть преодолевается посредством вознесения, и больше нет необходимости стремиться к освобождению, даваемому смертью. Освобождаясь от своей привязанности, вы сбрасываете хватку кумар и выходите в вибрации законов непричинения вреда, вибрации необусловленной любви, божественного союза, прощения, почитания, свободы и покоя, к которым стремитесь и которые желаете. Рассмотрим подробнее, что такое привязанность и как это работает. Привязанности – это эфирные жгуты между всеми вещами и существами. Они образуют сеть, похожую на паутину. Вы наблюдали, что происходит с мухой, попавшей в паутину. Сначала она все еще в некоторой степени может двигаться, раскачивая паутину, но ее движение ограничено в тех местах, где она прилипла. Без этих привязок муха свободно и легко двигается в любом направлении. Привязки ее сильно стесняют. Ваши привязанности делают то же самое с вашей душой. Может казаться, что вы контролируете свои движения, но там, где есть привязка, вы сильно в них ограничены. Если бы вы могли увидеть созданную вами эфирную сеть, то были бы поражены, насколько лишили свою душу свободы, и поняли бы, почему так много душ рвутся уйти с земли и оставить привязанности на ней. Они знают, что привязки отняли у них свободу и причиняют боль, и стараются освободиться хотя бы от физических привязок с помощью смерти физического тела. Привязанность представляет собой жгуты с присосками, идущие от одного к другому человеку, месту, предмету, растению или животному. Эти жгуты крепятся к области, содержащей либо сигнатуру собственности, либо сигнатуру кармы, хранящейся в эфирной решетке формы каждой из задействованных сторон. Из-за них в поле ауры образуются дыры, через которые энергия уходит как вода, сквозь решето или кусок марли. При вознесении, каждый слой привязанности, относящийся к достигнутому вами следующему уровню вибрации, выходит наружу для рассмотрения и высвобождения. Каждый слой имеет карму предков, стереотипы, вымышленной реальности, или какие-либо негативные воздействия, лишение благоволения. При высвобождении привязанности, сигнатуры кармы, собственничества, стереотипы, фантазии, иллюзии и внешние деструктивные воздействия тоже высвобождаются и трансмутируются. Иногда, с высвобождением всех привязок, из жизни конкретного человека кто-то или что-то уходит. Если такой человек считается особенным, может возникнуть желание не высвобождать привязанность, полагая, что этот человек в вашей жизни необходим. В этом случае, вознесение не может идти дальше. Нельзя полностью освободиться от привязанности, не предоставив другому возможность идти своим путем, уйдя из вашей жизни. В этом суть проблемы привязанности, поскольку для вознесения вы должны по собственной воле отказаться от чего или кого-либо, мешающего вашему выбору вознесения. Многие посвящаемые потерпели неудачу по этой причине. Иногда это была привязанность к супругу или члену семьи, иногда к ребенку, работе, организации или работодателю. Мы хотели бы также подчеркнуть, что подобная привязанность может относиться к группам, организациям, сферам занятости или месту жительства. И если вы искренне намерены вознестись в этой жизни,
то должны полностью высвободить все подобные привязанности, что часто вызывает сильные перемены по пути домой. Мощное сопротивление, нежелание убрать привязанность, может произвести дополнительный эффект, вызвав вместо вознесения – болезнь. Кое-кто из посвящаемых был настолько дискредитирован, что их привязанность была настолько сильной, что вызвала заболевание раком. Сотни жгутов настолько разрушили клеточную структуру, что при увеличении вибрации форма была поражена раком. Единственным выходом из этой трудной ситуации для полного размежевания, ради спасения физического тела, было прекращение вознесения. Вмещаемая при вознесении пятимерной мысли форма не может взаимодействовать с трехмерной парадигмой. Если бы все люди стремились вознестись, вознеслась бы и человеческая цивилизация, однако, в настоящий момент истории это не так. Поэтому совершающие вознесение будут стремиться строить взаимоотношения друг с другом, и в конечном итоге, искать районы для проживания общинами. По сути, для вознесения нужно полностью отказаться от трехмерной парадигмы, а это может включать работу, членов семьи, дом, недвижимость, имущество и все остальные формы привязанности, свойственные образу жизни в третьем измерении. Возносящиеся посвященные подвигаются на поиски независимых форм добывания средств к существованию, способствующих вознесению, поскольку, возможно, страх не обеспечить себя часто является самым большим камнем преткновения, мешающим уйти с работы или сменить работу. Многие стремятся развить целительские способности, такие как сеансы видения, массаж, консультации или производство продуктов и услуг, помогающих тем, кто сейчас совершает вознесение. Изберите такие занятия, которые не только оплачивают жилье, но и способствуют выбору вознесения, делая человека независимым. Согласно нашим исследованиям в предыдущих материалах, собственничество и привязанность связаны между собой. В определенном смысле, собственничество – это более высокая октава привязанности. Не всякая привязанность строится на соглашении собственничества, некоторые из них возникают из кармических договоренностей, не содержащих сигнатуры собственничества. У собственничества есть не только привязки, но и свойственный ему энергетический знак. Поэтому, у обладания собственничества существуют привязки или жгуты, идущие от одного человека к другому человеку, месту или предмету, и в дополнение к привязкам, есть сигнатуры собственничества. Собственничество вызывает гораздо большую утрату энергии формы, чем кармическая привязка, поскольку сигнатуры собственничества позволяют передавать энергию, информацию, генетические записи, энергетическую решетку или движущиеся энергетические системы из одного поля в другое. При вознесении, если продолжается утрата записей вознесения, последние приостановятся до тех пор, пока не будет преодолено порождающую их утрату собственничества. Все сигнатуры собственничества трансмутируются частотами языка света, заменяющими их и позволяющими прекратить перенос информации или энергии между сторонами. Возносящимися людьми обладают и забирают их записи не только другие люди, но также группы людей, существующие на личной, национальной или международной основе. Посвященные могут иметь сигнатуры собственничества других метафизических групп, в которые они когда-то входили, и которые могут забирать значительную часть их записей. Когда вы найдете причину утраты, высвободите карму и сигнатуры собственничества с этими группами и верните себе назад знания, чтобы иметь возможность продолжать вознесение. Например, при просмотре одной из участниц вознесения, женщины, только что вышедшей замуж,
Выяснилось, что она передала все свои записи Вознесения на следующий день после свадьбы религиозной организации, к которой в этой жизни не имела отношения. Соглашение было генетическим и касалось того, что все духовное знание при вступлении в брак будет конфисковано и передано церкви. На этом примере понятно, что собственничество групп может переходить из жизни в жизнь и быть связано с опытом и соглашениями предков. Чтобы вознестись в этой жизни, потребуется отказаться от принадлежности любым религиям и церквям, любым духовным школам и учителям, а также вашего обладания имуществом в форме материальных предметов или недвижимости. Для подобного освобождения необходим также отказ от предметов или общения с некоторыми людьми. Посвященным необходимо научиться вести скромный образ жизни, когда большая часть принадлежащего им умещается в маленькой кладовке и чемоданах. Это позволит вам полностью освободиться от всех стереотипов собственничества и соответствующих им привязок. Обязательства, принимаемые на этом пути, серьезные, они не для беспечных духовных новичков. Привязанность и собственничество – это почти неподвижный поток энергии, основанный на боли, раздражении и страхе. Когда энергия движется, боль, раздражение и страх перестают существовать. Светокопия непривязанности и отсутствия собственничества охватит всех возносящихся людей, которые будут проходить посвящение по всей планете. Человечество направляется к состоянию абсолютного суверенитета, непривязанности и отсутствия собственничества, обладания. Существует ложное представление, или иными словами иллюзия, связанная с привязанностями, которая предполагает, что человек несчастен, если в духовном движении домой его не сопровождает другой человек или группа людей. При сохранении привязанности к другому человеку или группе тех, кто не поддерживает ваше вознесение, последний полностью останавливается. Если вы поддерживаете отношения с другими, другом, супругом, членом семьи, можете честно спросить, действительно ли тот совершает вознесение. Мышечное тестирование подскажет вам правду. Если другой не возносится, а вы сохраняете фантазию о его вознесении, то можете полностью высвободить эту фантазию, чтобы принять реальность ситуации. Принятие требует от вас честной оценки других и предоставления им возможности следовать собственным путем. Давая другим такую возможность, вы оставите позади тех, кто не поддерживает ваш выбор вознесения. Качествами бодхисаттвы овладевает только тогда, когда позволяет следовать своим путем всем остальным. Приятие – это состояние бытия, при котором уважают путь любого другого существа. В настоящее время многие не стремятся к вознесению. Поэтому попытка привлечь на путь вознесения тех, чья душа не желает вознестись в этой жизни, это причинение вреда. Каждый путь чему-либо служит, некоторые просто очищению кармы для многих душ, которым суждено покинуть Землю и продолжить существование еще где-либо в третьем измерении. Бодхисаттва, более глубоко понимая пользу каждого пути, учится почитать все пути, даже те, которые закончатся смертью в этой инкарнации. Итак, в основе созависимости лежит привязанность. В состоянии созависимости полагают, что я должен довести тебя домой, или, наоборот, меня должны привести домой. Реальность такова, что если вы захотите кого-то вести, то потерпите неудачу при собственном вознесении. Природа привязанности, лежащая в основе вытягивания на себе другого, такова, что оттягивает энергию из поля, мешая форме подняться выше определенного частотного уровня.
Существует много видов привязанности, касающихся вашей работы, компания, в которой вы трудитесь, ваша должность, доход, рабочая обстановка, образование, опыт и навыки, ваши клиенты, влияние вашей работы на мир и других людей, и имидж, который она вам дает, а также идеи относительно того, как все должно быть. Большинство из них проистекает из трехмерных мыслеформ, систем убеждений и вымыслов, что представляют собой некоторые виды привязанности, о которых мы говорим, и которые забирают вашу свободу продвижения и непрерывного следования руководству души. Одна группа привязок касается ваших предпочтений в отношении мест жительства, географическое положение, выбор дома, предпочтительный климат, рельеф местности, окружающий пейзаж, род деятельности, культура и народ. В предстоящие годы многих из вас, по той или иной причине, попросят переехать, в интересах вашей безопасности, выполнения ваших соглашений, для сбора информации, необходимой для выполнения вашей текущей работы, очищения и манифестации целей души и так далее. Ваше физическое место проживания на Земле чрезвычайно важно. Отнеситесь к нему серьезно. И рассматривая этот вопрос, убедитесь, что вы четко воспринимаете свое руководство. Вы поймете, что этот путь ваш, если это принесет вам радость. Однако не дайте ввести себя в заблуждение ложной радости или фантазии. Например, я переберусь на Гавайи, потому что они так экзотичны, с прекрасным климатом и окружены водой. Вам могут предложить переехать в такое место, о котором вы раньше никогда не думали. Либо вы можете остаться на старом месте. Не позволяйте своим привязанностям скрывать истинную радость своей души. Если вам говорят перебраться в холодный климат, а вы привязаны к теплому, то не сможете ощутить радость от такой перемены. Прислушайтесь к своему руководству. Убедитесь, что именно это ваш путь. Освободитесь от всего, что мешает, и приступайте к действиям. Вы почувствуете радость. В эти моменты вы будете находиться под влиянием того, что ожидание цели заставляет вас подняться выше, сделать больше, быть более продуктивным и жить более насыщенной жизнью. Ничто не является более продуктивным, когда речь идет о душе. Ожидание в отношении себя и других держит вас в капкане. Каждая из них представляет собой ниточку паутины, ограничивающую вашу способность и удерживающую вас в мире фантазий. Сколько родителей помешали своим детям полностью ощутить самих себя, поскольку ожидали от них то, что не имело ничего общего с целью и сутью их души. Ваше общество и школы делали то же самое. Разве удивительно, что дети находятся в прострации, безрадостны, раздражены и ищут выход в наркотиках, алкоголе и компьютерных играх? Им не позволялось прислушиваться к собственной душе. При рождении они прекрасно знали, что делать, но постепенно утратили эту способность в запутанной сети возложенных на них ожиданий. Это приводит в сильное замешательство и дезориентирует. Разве удивительно, что подростки должны искать себя и отчаянно сражаться за свою свободу? Это им нужно было всегда. В подростковом возрасте им следовало бы хорошо знать, кто они есть, а не только начинать приступать к поискам этого, а многие из них, в настоящее время, делают это гораздо позже. Однако общество, не понимающее свободы души, говорит, что они должны быть кем-то еще. Каковы ваши ожидания в отношении собственных детей? В отношении самих себя? Вашего партнера или супруга? Глубоко их изучите. Многие из них не имеют ничего общего с целью
и сутью души, и пришло время от них освободиться. Люди очень привязаны к своей профессии. Род деятельности дает людям ощущение статуса и стабильности. Не привязывайтесь к роду своей деятельности. Вас могут попросить заняться другим, а могут и не попросить. Не привязывайтесь к тому, что делаете или не делаете, своим деловым качествам или тому, как удовлетворяются ваши потребности. Если вы находитесь в согласии с Матерью Землей, вашим истоком, и целью своей души, ваша работа будет идти в соответствии с вашими врожденными талантами и способностями. Ваши потребности будут удовлетворяться способами, о которых вы никогда не задумывались, без накопительства или излишеств. Вы будете выполнять соглашение души, даже тогда, когда кажется, что вы заняты ничего не деланием. Самая важная работа, которую вы должны выполнять, это ваша собственная эволюция. Без этого, что бы вы там ни делали, не имеет смысла. Употребите свое время на это. Употребите свое время на общение с Матерью Землей. Употребите время, чтобы прислушаться к своей душе и телу. Не позволяйте вашей привязанности к активности отвлекать вас от истинной цели присутствия здесь. Большая часть работы, которую вы должны выполнять, носит внутренний характер. Обширная группа привязок, которые надо рассмотреть, связана с физическим миром. Сюда входят привязанности к внешнему виду вашего тела, материальному имуществу и деньгам. Человеческое тело больше, чем любая другая сущность на Земле, стало объектом суждений, хотя ваша собственная душа определила генетику формы, в которой будет пребывать. Оно идеально для опыта и работы, внешней и внутренней, которые вам здесь предстоит пройти в данной жизни. Стремление, чтобы оно было иным, лишь отвлекает вас в сторону и лишает энергии и радости. Позвольте своему телу принимать любую форму, нужную душе. Разрешите ему это делать, и прекратите по этому поводу беспокоиться. Проанализируйте, на кого вы пытаетесь произвести впечатление, и почему. Имеет ли это отношение к зову вашей души? Если нет, в этом нет смысла, и вы лишь тормозите свою эволюцию. Это же справедливо и в отношении вашего имущества. Если бы вы только могли видеть, как оно стопорит ваше вознесение. Оно, как веревочка воздушного шара, мешает вам подниматься выше. Открепитесь от этого и ощутите опьянение свободы. Откажитесь от убеждений, касающихся самооценки, роли имущества и денег в вашей жизни. Отбросьте сентиментальные чувства по их поводу, идея ценности обладания ими, и приносимый ими так называемый статус. Освободитесь от страха утраты или недостатка. Позвольте себе найти другие способы, которыми Вселенная может поддерживать вас на физическом плане. Дайте себе возможность ощутить покой и радость от того, что делитесь с другими, и наслаждайтесь физическим миром, не испытывая потребности владеть им. Не держитесь за свое имущество и расставайтесь с ненужным. Позвольте себе ощущать изобилие и баланс, равноценных отдачи и получения. Давайте теперь рассмотрим, как эти привязанности устранить. Чувства, приводимые в действие кумарами, помогают вам освободиться от привязанности. Когда вы осознаете мысли, чувства и стереотипы, будьте наблюдателем, а не жертвой. Обнаруживая, что осуждаете кого-либо или ситуацию, задайте себе вопрос, какие за этим стоят привязки, что вы считаете лучшим, и уберите свою привязанность к нему. Страдая, спросите себя, что вас к этому привязывает, причиняя боль своим отсутствием. Испытывая страх,
Спросите себя, что вы боитесь потерять, и уберите свою привязанность к этому. Освобождаясь от своей привязанности, убирайте все, что ее удерживает: мысли, убеждения, договоры, соглашения, карму, вымысел, стереотипы собственничества и личностные сущности. Помогайте себе в этом, используя вибрации дыхания жизни и свободы. Согласно языку света, дыхание жизни предпочитает свободу застою, и в результате обеспечивает эволюцию. Привязанности ведут к застою. Избавляйтесь от них, пропуская вибрации свободы и дыхание жизни через кундалини, чакры, тонкие тела, поле ауры и каждую клеточку своего тела. Светло-лавандовая вибрация трансмутации структуры весьма способствует сжиганию жгутов привязок между вами, другими людьми и вашим имуществом. Вдохните полной грудью и ощутите свободу, получаемую от устранения привязанности. Попросите Мать-Землю, свой исток, помочь вам распутать находящиеся в вашем поле вымыслы и стереотипы собственничества, и вернуть их создателям. Вымыслы – это мысли, относящиеся к желаниям личности, или эго, либо способ избежать боли, и не исходят от души. Они могут сопровождаться каким-либо стереотипом собственничества. Устраните стереотип собственничества из своего поля, и любые стереотипы собственничества, и жгуты, которые вы могли поместить в поля других людей, например, партнеров, детей, или подчиненных, или на свое имущество. Пропустите подходящие вибрации законов непричинения вреда. Когда вы что-либо высвобождаете, важно заменить это чем-то другим, вибрациями или возвращенными частицами собственной души. При таком способе не образуется пустота, в которую могут войти нерезонирующие сущности или вибрации. В заключение, окружите свое поле золотой вибрацией, чтобы удержать в ней во все то, от чего вы только что освободились. Все, что для этого требуется, ваше намерение убрать привязанность, заменить ее другими вибрациями и установить границу вокруг своего поля. Вознесение является альтернативой смерти, однако для его осуществления надо освободиться от всех привязанностей. Мы рекомендуем вам работать с языком света как можно больше, по возможности, каждый день. Эти вибрации присутствуют здесь, чтобы помочь всем в вознесении. Язык света, являющийся языком единства, может многое в этом плане. Концентрируйтесь на символах дыхания жизни, свобода и необусловленное управление. Вы заметите, что эти символы содержат вибрацию золота. Она больше всех поможет вам освободиться от привязанности, поскольку золотая вибрация Земли более всего способствует и благоприятствует вашей свободе. Когда в результате добычи золота и удаления золотой октавы она была утрачена, свою свободу потеряли Земля, человечество и все другие виды на Земле. Она уступила место привязкам. 10-я тональность необусловленного управления несет много вибраций, о которых шла речь в данной статье. Это тональность непривязанности, свободная от условий, контроля и ожиданий. Интегрируйте ее для очищения от сети своих привязок. Когда необусловленное управление будет вновь установлено на Земле, все ваши отношения будут продиктованы душой, а не эго, и наполнены почитанием, состраданием и свободой. Чтобы возноситься, посвященный облегчается от груза оков, паутины привязанностей, и, освобождаясь от этих реалий, создает возможность высвободить огромную часть энергии, что неминуемо дает мощную подпитку для дальнейшего вознесения. Однако, если человек не в состоянии освободиться от таких привязанностей, в этом случае произойдет прекращение вознесения. Привязанность обычно растет и растет,
приводя к тому, что человек не может развиваться далее, пока не примет решение избавиться от всех привязок к другим. Приведем пример. Посвященный жил с партнершей более чем 30 лет. Со временем, его внимание обратили на невозможность дальнейшего восхождения, при отсутствии изменения в жизненном окружении, ибо его партнерша не осуществляла вознесения. Также, было обращено внимание на необходимость переезда из области проживания, которая также не способствовала его непрерывному восхождению. Посвященный был настолько привязан и невосприимчив, что был не способен планировать и претворять в жизнь нужные изменения, для того, чтобы вознесение было непрерывным. Данное обстоятельство привело этого посвященного к прекращению вознесения. Вознесение требует текучести, постоянной открытости к изменениям. Интеграция языка света и языка единого является неизменным условием вознесения. Вознесение ведет к выражению жизни без привязанностей, в которой посвященный испытывает радость в каждый текущий момент жизни, в любых обстоятельствах. Восходящий человек перемещается мыслями, чувствами и сознанием от жизни в прошлом или будущем к жизни в состоянии сейчас. Особенно, когда в восхождении овладевает 6000-м уровнем посвящения. Восходящие будут учиться освобождаться от всего, что препятствует их восхождению, всего без исключения. Для многих это будет трудный путь, идущий от привязанности к непривязанности, от боли и борьбы к радости, от разделенности к единству. Однако те, кто уже восходит не первый год, скажут вам, что вознесение – путь нелегкий, даже если выбран сознательно. Именно этот путь, когда постепенно развернется в человеческих массах, создаст требование оставить все привязанности позади и учиться жить и взаимодействовать друг с другом и с землей более свободно. Путь вознесения требует такового, и когда каждый человек достигнет полного сознания, права владения собственностью, и большинство из тех жизненных выражений, которые вам знакомы, также начнут уходить в отдаленные воспоминания. Тао, исток всего, предлагает удерживать пространство для всех желающих вознестись, поддерживая энергию вашего поля, тела света и молекулярной структуры. Не стесняйтесь попросить ваш исток оказать такую помощь. Человек достигает цели вознесения, становится абсолютно независимым от этого творения в любом энергетическом потоке. Каждый из вас в настоящее время находится в процессе вмещения этой формы суверенитета. Только когда это произойдет, можно будет энергетически собрать свободное человеческое сообщество. Небеса на земле будут реальностью. Для этого мы здесь, все вместе. Благодарим вас за упорство и отклик на зов своей души. Будьте благословенны на пути.